Дорогие друзья, вы знаете, как, находясь в европейской столице, оказаться в России 90-х годов? Это сделать несложно, достаточно приехать в столицу Эстонии, в Таллин, и здесь есть так называемый Кесктург. Кесктург, что переводится как «центральный рынок». Мы на центральном рынке Таллина, где окажемся в настоящей атмосфере 90-х годов. Итак, отправляемся назад в 90-е. Конечно, на сегодняшний день этот рынок Кесктург представляет из себя не очень такое лучшее, так скажем, зрелище, да. Возможно, сейчас просто зима и меньше павильонов работает, меньше всевозможных ларьков и продавцов. Даже если сюда приехать летом, большинство лотков закрыты в бесхозном состоянии. Но кое-что все-таки есть. Смотрите, какой забавный магазинчик с семенами. Вот даже написано вверху, да, на эстонском «семена». Да, и вот видим такие прикольные бумажные пакетики. Если честно, сейчас уже такие магазины даже в России не найдешь. Вот тут видно какие-то рецепты написаны, какие-то старые афиши. Восточный деликатес. Здорово. Очень атмосферно. Цепи, какие-то палки странные, непонятные. Вот также здесь можно купить трусы и всякие лифчики. Вот есть нижнее белье из Тагила. Ой, простите, из Латвии. Ну а там продают куртки. Интересно, что здесь нельзя пройти просто так, тебе обязательно что-нибудь будут втюкивать. Но это здорово. Как вам это место? Центральный рынок Таллина расположен неподалеку от автовокзала, от старого города и от ЖД вокзала или от порта сюда идти где-то примерно 20 минут. Ну а рынок этот, он очень интересный, появился он как раз еще в советское время. Вот, центральный рынок и все постройки, все, что мы здесь видим, это в основном те самые 70-е, 80-е годы. Как я полагаю, некоторые постройки появились в 90-е годы. Рядом антуражные пятиэтажки, благодаря которым вот это чувство, что ты находишься в 90-е или где-то в советском городе, оно еще больше обостряется. Знаете, у меня чувство, что я даже окунулся не в 90-е, не в 80-е, а в какой-то параллельный мир. Вот тоже киоск со всевозможными безделушками, значками какими-то допотопными. Вот тут смотрите, киоск, где продают беляши, чебуреки. Смотрите, как забавно написано на эстонском языке латиницей столь привычные нашему уху слова. Если вы купили пирожок здесь, то непременно отведайте его, сидя за этими столиками. А вот магазин, где продают, написано Санкт-Петербург. Видите вверху? И санкт-петербургские, видимо, конфеты. Смотрите, здесь на рынке можно купить одежду. И очень напоминает наши вещевые рынки. Вот в моем родном городе, да, собственно, в любом российском городе. И здесь продают одежду, здесь играет музыка. Юрий Антонов из радиоприемников. Здесь есть антикварный магазин. Вот это то, что сейчас продуктовая часть, которая работает зимой. На этих фотках тоже бывает торговля, но она происходит в более теплое время года, не сейчас. Ну а здесь мы видим продукты, вот, которые женщины-продавщицы сидят в лотках в теплом месте, продают конфетки, семечки, всякие чупа-чупсы, вкусняшки. Кстати, очень хорошие цены, мне нравятся здесь. Я пообщался с продавцом меда. Женщина очень приятная, очень такая открытая, разговорчивая. Я у нее спросил, а правда ли, что этот рынок может закрыться? И она сказала, что да. Уже много поговаривают, но денег нету. Собственно, это очень неплохо. Лично я не хочу, чтобы этот рынок убирали, переделывали и превращали его в какой-то современный. Смотрите, какие тут пошарпанные стены, выложенные плиткой. Большинство надписей, согласно местным законам, на эстонском языке, хотел сказать на финском, на эстонском языке, но есть кое-что еще и на русском языке, кое-какие надписи, это удивительно. Вот смотрите, написано мясо, ну тут написано лиха, на финском и на эстонском это мясо, и вот по-русски написано. Вон там вверху тоже, видите, написано лиха, и на меня показано. Но в какой-то степени я тоже мясо, особенно для дремучих животных. Помимо открытого рынка есть и крытый рынок. Мы видим на изображении большом показано проект того, во что хотят превратить внутренности этого рынка. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Хотя, конечно, красиво, но нельзя такое место уничтожать. Лучше построить это где-нибудь в лесу.
Вот, и мы сейчас зайдем внутрь. Не знаю уж, насколько там возможно снимать, но попробуем. Вот я зашел внутрь рынка. Вот это место напоминает мне какой-то карцер в российской тюрьме. К счастью, я там никогда не был, но я много об этом слышал и читал. Но вот этот аппарат с игрушками, автомат, простите, с игрушками, коих в 90-е годы у нас была тьма. Вот. Мусор. Ну, слушайте, я не вижу значка запрет съемки. Это что говорит о том, что я могу на законных основаниях снимать. Впрочем, что здесь такого, правда же? Смотрите, как здесь круто, как здесь красиво, удивительно. И запах. Запах всевозможных вкусностей, мяса. Вот здесь мясо продают, конфетки, смотрите. Санкт-Петербург. Удивительно. Вот еще тоже конфеты. Видимо, фабрики Красный Октябрь или что-то такое. Видим здесь геркулес, каши подсолнечные. А, нельзя? Простите, у вас нельзя или нигде нельзя? Вообще нельзя. А, здесь нельзя. А что значка нет? Я специально еще посмотрел. Сняли, Простите. Если я провинился, меня арестуют и посадят в такую вот камеру. Что тут всегда интересно? Правда, клетки какие-то тюремные. Если руководство этого рынка увидит, директор, там кто он есть, увидит эту запись и будет возмущен тем, что я снимал без спроса, я прошу прощения, но надписи не было никакой. Если бы она была, я бы, как-то был аккуратнее в этом вопросе, да, может быть, не стал бы даже. Но я хочу сказать, что мне очень нравится этот рынок, и я его, как вы видите, показываю с исключительно хорошей стороны. Вот это место особенное, посмотрите. Вот она, атмосфера совка. Знаете, в 90-е годы я такую картину неоднократно видел на рынках, каких-то закутках рыночных. Да, круто. Вы знаете, есть еще подвальное, цокольное помещение, и там мясо продают. Это так, традиция, да, на национальных рынках продавать мясо. Давайте, давайте туда спустимся. Посмотрите, мясные какие-то павильончики. Мясной отдел. Глядите, все как в советское время. Помните фильм «Полосатый рейс», как герой Евгения Леонова показывал части тигра? Очень напоминает. Кстати, очень хорошо учить эстонский язык, да, как антуражно здесь. Обалдеть. Да, смотрите, какое красивое мясо. Я думаю, что те, кто любит мясо, сюда с удовольствием приходят. Очень, очень атмосферно, правда? Сюда только ради вот этой атмосферы и стоит приходить. Ладно, покидаем мясной отдел и поднимаемся вверх. На этой фотографии изображен проект того, во что хотели или хотят власти превратить этот рынок. Вот видим эти дома как раз советские, я имею в виду. Вот этот дом, вот где-то здесь я сейчас примерно нахожусь, это основная часть рынка. Неужели вот такую красоту надо терять? Посмотрите. Это же не просто в 90-е возвращение, это даже в 80-е, 70-е. Я такого, честно сказать, даже в России не видел таких рынков уже давно, с 90-х годов. Да, смотрите, какой-то кран здесь. Вот тележки. Крупы, орехи, селедка, таранка. Потрясающее место. И надеюсь, вам оно нравится. Ну что, поднимемся на второй этаж. Ой, сколько сразу воспоминаний у меня, ассоциаций о рынках в центральном моем городе. Рынок, который находится, забыл, как он называется. Смотрите, здесь вот как атмосферно. Замена батареек, часов, фотоаппараты пленочные. Какие-то ботинки старые. Видимо, барахолка. Да, удивительно. Удивительно. Слушайте, какое крутое место, правда? Вот этот рынок с высоты как выглядит. Смотрите, как красиво. Можно учить эстонский язык. Украшения, кожа, сумки, джинсы. И слева это же, Не знаю, как вы, а я работаю на другой стороне. Тут написана одежда тоже на русском языке. Такая плитка. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я тут хожу, если честно, чисто ради атмосферы. Мне прям нравится. Здорово. Да. Здорово. А вы здесь давно работаете? Давно. Давно. А он какого, 70-х или 80-х годов В постройки? 90-х годах он открылся. Вот здесь вот в отделе одежды работает женщина. Я с ней так долго сейчас разговаривал. И столько она всего интересного рассказала, что здесь и на втором этаже продавалась еда, и на первом, на нижнем мясо. Там был рыбный отдел, от которого уже ничего не осталось. Вот, видно, что никто не ремонтирует этот рынок. Это надпись со дня открытия рынка. И знаете, почему сюда приходят многие люди, вопреки тому, что есть все вот эти Максимы, Лидлы, Призмы, Рими и прочие супермаркеты? А потому что здесь, как сказала продавец мне, что здесь товары настоящие. Многие товары из России привезены, которые в магазинах их нету. А многие товары натуральные. Поэтому люди приходят сюда не только ради атмосферы, как я, но и чтобы отведать натуральные продукты. Ну вот я покинул это здание. И под большим впечатлением нахожусь, честно. Ну и, кстати, женщина на рынке мне сказала, что очень приятная женщина в вещевом отделе. И вот она мне сказала, что рынок, конечно, этот еще поживет. Судьба центрального рынка в Таллине весьма и весьма туманна. Ну, хочется надеяться, что у этого рынка история не закончилась, она еще продолжается. И, конечно, сюда стоит приходить, чтобы, во-первых, испытать эту атмосферу 90-х годов, ну и, возможно, что-то прикупить. Спасибо, что были со мной в этом видеоролике. Ну, а в следующем своем ролике я покажу, насколько вообще разнообразен Таллин. В нем есть не только средневековье и советское наследие, но и много чего другого интересного. Обо всем этом как раз в следующем ролике. Пока! Окунемся в ту атмосферу, которая начал снимать, какой-то алкаш вышел из алкогольного магазина.